Ну, здравствуйте, любители качественной анимации и видеоигр. С вами, как всегда, я, бог магии Вес. И сегодня мы разберем первую серию второго сезона Metal Family. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Итак, начнем с разбора сюжета. Сразу скажу, тут будет очень много спойлеров, поэтому если вы не смотрели эту серию, то посмотрите ее, ссылочка будет в описании под видео. Ну, вернемся к сюжету. Итак, серия начинается с того, что пока Хэви торопится в школу, в кухню заходит Ви, которая явно встала не с той ноги. Ой, да ладно, по-моему, это заметили уже все, кто обозрел первую серию. Давайте лучше обратим внимание на кое-что более важное. Частое употребление бекона повышает уровень холестерина и ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, а также мозга, что может сказаться на координации. Что ж, думаю, это довольно важно для вас. Люди же любят следить за своим здоровьем. Ладно, шучу. Конечно же, я имел в виду вот эту фразу. Достаточно взрослый, чтобы иметь свои секреты. Понимаешь, о чем я? Запомните эту фразу. Думаю, в этом видео она вам еще пригодится. Затем дети вместе со своим классом отправляются на экскурсию в какой-то научный комплекс. Ну и собственно здесь мы встречаем, наверное, моего любимого персонажа за эту серию, доктора Пыха. Кстати, именно этот персонаж показывает, что случается с крысами, которые сбегают из лаборатории. В общем, он рассказывает классу, где они находятся и что это вообще за место, что тут делают. Вы видите, мы находимся сейчас в первом. А в это время крыса, не выдерживая психологической травмы, решает свалить из этой лаборатории. В общем, она прыгает к Ди в сумку, и хоть ему это не очень нравится, они все же выбираются из стен лаборатории. Поздравляю, уровень побега из лаборатории завершен. Двигаемся дальше. В классе наших героев окружает толпа отсылок. Здорово, Твайлайт. Здорово, Эпплджек. Здорово, Мисс Хит. Здорово, Динат Паласкун. Ах, погодите, это не отсылка. В общем, потом приходит учитель, начинается урок, на него горит крыса, и он вызывает папу Ди в школу. Эх, а отсылку на Властелин колец так никто и не заметил. В общем, Глэм приходит по стандартной схеме, но понимает, что в этот раз дело не в учителях, он решает разобраться получше. А дальше следует, по-моему, самый смешной момент за всю серию. Серьезно, я смеялся над этим где-то около получаса. Как там историк? Все прошло прекрасно. Мы очень душевно поговорили. Про крысу не говорил? Крысу? Да, он упоминал крысу. А почему ты спросил? Да, он весь урок от крыс бегал. Всем классом ржали. Честно говоря, его слова звучали очень убедительно. После этого Ди повторяет фразу Глэма, которая, видимо, очень важна для этой серии. Пап, по-моему, я уже достаточно взрослый, чтобы иметь свои секреты. А затем следует еще очень смешной момент. Ты же помнишь главное правило в нашем доме? Никаких животных в доме. Даже рыб. Даже рыб. Пап, а что ты делаешь? Ничего, просто заходил проверить его и все. Ну, как бы это и все. По мне так серия получилась довольно хорошей, и шутки в ней стали намного качественней. Пока что каких-то интересных теорий у меня нету, но возможно с выходом новых серий они появятся. А вообще я надеюсь, что такие персонажи, как Доктор Пых и Учитель Истории, не будут одноразовыми, что ли. Ну а теперь о видео. В этот раз я решил разбавить обзор какими-то шутками. Не знаю, получилось у меня это или нет, пишите в комментариях. Также я вернулся в храм. Ну, по-моему, я писал об этом под прошлым видео в комментариях. В общем, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, а я пошел дальше разбирать вещи и делать новогоднее меме. С вами был я, бог магии Вес. Всем до новых встреч и всем пока.